Япония поистине уникальная страна. 10 дней мы будем бухать, ла-ла-лай, ла-ла-лай. У японцев ощупывание девочек в набитых поездах что-то вроде национального спорта. В Японии едят дельфинов. Чего? Будьте прокляты, кто жрет дельфинов! Ай, боже мой, хардплей. Итак, дорогие дамы и господа, еще раз всех приветствую на канале Hardplay. Прямо сегодня и прямо сейчас мы с вами посмотрим канал Мастерское настроение. Всем тем, кто будет смотреть в повторе, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всех с наступающим! Скоро начнется Новый год! Нового года не будет. Новый год будет. Не будет. Будет. Не будет. 10 дней мы будем бухать, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Осуждаем. Или одобряем. Много не пейте, мало тоже. Вот так вот скажу, такое вот напутствие, понимаете? Напутствие, это очень важно. Итак, мастерское настроение, 20 безумных фактов о Японии. Вот вы как вот вообще были в Японии вообще? Кто-нибудь был? Если был, напишите в комментариях. Так, ну давай, поехали. Можно без преувеличения сказать, Вы знаете, я что-то передумал ехать в Японию, прям вот так вот схода, я наверное, на аватарочку поставлю, в общем-то, и все, потому что, мне Япония уже как-то она не особо понравилась, как-то, знаете, какая-то, такая, страна-то не особо, как бы, вроде как, да, судя по вот этому вот началу. Поехали. что Япония поистине уникальная страна. Современные технологии здесь удивительным образом совмещаются с традициями, а некоторые древнейшие обычаи Я очень надеюсь, что традиции не как в первых секундах ролика. Очень надеюсь. Вот максимально надеюсь, что это не так. действуют наравне с современными законами. Поэтому мы собрали для вас 15 интересных фактов про Японию, о которых вы, скорее всего, не знали. Поехали! Кстати, что это был за пропажа звука? Кто звук украл? Художественный фильм «Спиздили». Сразу, быстрый ответ, быстрый. Вот сейчас вот спрашиваю на паузу, прямо сейчас ставишь сразу после вопроса и пишешь в комментариях. Или в чате, или в комментариях. Во-первых, какой самый прекрасный телеграм-канал? Это, если что, интерактив был, это не считается. Вот, Hard Inside, да. Не забывай подписываться. Сразу, быстро. Традиционное блюдо Японии. Одно, самое первое, сразу в голову, которое приходит, оп, сразу никуда не подглядывай, пишешь. Знаешь какое? Лапша, доширак. Поехали. В японском метро и поездах есть вагоны только для женщин. Их присоединяют по утрам, чтобы в час пик никто не домогался девушек. У японцев ощупывание девочек в набитых поездах что-то вроде национального спорта. При этом Ну да, давайте, расскажите мне, что это Япония придумала. А как вам такое? А как вам электричка, битком набитая в 7 утра из города Тверь в город Москву? Что вы на это скажете? Япония придумала? А вот сраку вам. Там, знаете, в тамбуре чудеса творятся, там дети рождаются. Вот с такими вот глазами счастливые, что в такой прекрасной стране родились. в Японии Как один Япония. из самых низких процентов изнасилований в мире. В Японии плохо относятся к цифре 4, так как она произносится точно так же, как и слово «смерть». По этой причине во многих домах вы не найдете 4-го этажа, в отелях 4-й комнаты, а в Это как-то во многих домах вы не найдете 4-го этажа. Как идет? 1-й, 2-й, 3-й, потом 5-й, что ли, сразу? Что это такое? больницах нет ни одной 4-й палаты. В этой стране снеговиков принято лепить строго из 2 шаров, а не 3, как в остальном мире. Полковник Сандерс – один из главных символов Рождества в Японии. В сочельник японцы любят всей семьей сходить в KFC и съесть большую порцию куриных крылышек. Празднование Рождества, конечно, Я недавно, конечно, не крылышки ел от полковника Сандерса, я недавно перчики съел. Я повторюсь, очень скоро увидите на канале, скорее всего, в это воскресенье. Пусть летит машина, а в ней... Все, пизда. Скажу я вам, полковник Сандерс отдыхает, особенно после Каролины Риппер и Скорпиона перчика. Хорошо. Вот, так что там вообще просто, там, знаете, ад шел из всех щелей. Вот так вот вам спойлер. формальное, потому что подавляющее большинство японцев – буддисты и синтоисты. Для Кто такие синтоисты? Это что-то я где-то в какой... не помню.
Кто это? Любителей затянуться сигареткой на досуге. Курить в Японии можно везде, кроме железнодорожных платформ и аэропортов. Но нет урн и нельзя стряхивать пепел под ноги. Поэтому каждый Чего? курящий японец носит с собой маленькую пепельницу, в которую стряхивает пепел и кладет окурок. А теперь нас вспоминаем. Вот это с окна машины, когда едет, вот это вот. Вот так вот она делает, вот так вот. Вот так вот держит, вот так вот сигареточку, вот так вот. Вот так вот. И потом вот так вот ее. Через 2 ряда. Да. И еще, знаешь, вот так вот. Причем это, знаете, это целая наука. Вот я как человек, который на мотоцикле катается, в этом году, кстати, камбэк Израиль будет насчет мототематики. Да, так просто к слову говорю. Вот, знаете, я что только не видел. Мне в шлем откуда только не прилеталось вот эти вот бычки, вот эти вот, которые вот так вот они вот делают, вот так вот. И она летит такая. Поэтому в первую очередь для мото это вот это именно от бычков. Не от мух, не от чего, а именно от бычков от сигарет. Так что, когда кидаете в окно бычки свои, тушите, пожалуйста, хотя бы. А то очень больно. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. В японские телефоны встроена система экстренного оповещения нации. Когда происходит какой-то катаклизм, во всех телефонах срабатывает громкий звуковой сигнал и появляется сообщение, поясняющее, что произошло и как себя вести. Причем отключенный звук на телефоне... А, подождите, это у них, да, эти вулканы же, вот эта вся карусель, да? По-моему, у них, да, это карусель? Не, ну это надо, это тогда, это как это топовая тема. не является препятствием для данного сигнала. Вместо подписи в Японии ставят специальную именную печать – ханка. Такая печать есть у каждого японца, и ею пользуются много раз в день. А еще ее можно купить в любом магазине. Да ладно. Во всех северных городах Не Японии, знал. где зимой выпадает снег, подогреваются тротуары и улицы. Гололеда не бывает, а снег убирать не надо. Согласитесь, очень удобно и практично. В Японии И я вспоминаю свой город пару дней назад. Выпала такая норма осадков. Мама дорогая, столько осадков нападало, и все я верю, я прям телевизор смотрю, не было никогда зимы в Москве и в Подмосковье, никогда столько снега не было. И годовая норма осадков выпала. Серьезно, да? Серьезно? Ой, блядь, все, я даже говорить не хочу, блядь. учебный год начинается с 1 апреля и разделен на триместры. Школьники учатся с апреля 1 по июль, апреля? затем с сентября по декабрь и с января по март. В Японии едят дельфинов. Чего? Будьте прокляты, кто жрет дельфинов! Это чего? А что это у них за система обучения такая? Из них делают суп, готовят шашлыки, которые тут называются кусияки, и даже едят сырым. У дельфина довольно вкусное мясо с ярко выраженным вкусом и совершенно не похожее на рыбу. Вероятно, потому что дельфин не рыба, а млекопитающее. 9-я статья Японской Конституции запрещает стране иметь свою армию и участвовать в войнах. В Японии запрещено говорить по телефону в поездах. Если поступает звонок, то надо взять телефон, быстро сказать, что сейчас неудобно говорить, и оборвать разговор. Это сделано Это почему? для того, чтобы не беспокоить других пассажиров своей болтовней. А в поездах длинного следования есть специальные места для разговоров по телефону. Слушайте, я не удивлюсь, если это все соблюдают. Вообще не удивлюсь. В Японии суши традиционно готовят только мужчины. Считается, что температура рук женщин выше, чем мужчин, и что из-за этого может измениться вкус рыбы. В Японии на прилавках вы Чего? сможете увидеть квадратные арбузы. Они были выведены специально для более удобного хранения и транспортировки. Спасибо, Японцы убеждены в том, что группа крови полностью определяет вашу личность. Кровь может сыграть решающую роль даже при собеседовании на работу и при выборе второй половинки. Никаких научных доказательств этому нет, но они настолько в это верят, что на прилавках можно встретить Подождите, я что-то пропустил. и при выборе второй половинки. Вы знаете, я передумал насчет Японии, как бы, если что, там с первых секунд мнение оказалось ошибочным. Вы знаете, не такая уж и плохая, в принципе, страна. Вообще, в целом, как бы, что-то мне так вот, знаете, вот внезапно показалось в ходе просмотра ролика, я сразу почувствовал, что, в принципе, страна не такая уж и плохая. Кстати, мне одна стримерша, и, кстати, нет, даже не одна, знаете, что рассказывала? Что бородатые мужчины европейской внешности, то есть
Там пользуются настолько, как бы, там, знаете, как это считается эталоном типа красоты. То есть там прям могут к вам подбежать, подойти, сказать: ай, боже мой, хардплей, вот это вот. Вот, ну, не хардплей в смысле, а, ну и хардплей тоже. Вот, в общем, вот так вот: ой, боже мой. В каком месте европейской? Ребят, кто хочет на админку, напишите, пожалуйста, в комментариях под этому ролику. Мне админа надо заменить срочно, у меня админ быдло. Никаких научных доказательств этому нет, но они настолько в это верят, что на прилавках можно встретить даже презервативы для людей определенной группы крови. Вот такая она, страна инноваций и технического прогресса. Надеемся, что вы убедились в уникальности Японии. Если будет возможность, обязательно посетите эту удивительную страну. Хочу порекомендовать вам игровой канал LD Да, игровой канал есть только один. Hard Games называется, кстати, куда выходят все прохождения игр. А если ты зайдешь и посмотришь еще один замечательный канал на Вазде, тоже Hardplay, кстати, называется, там сейчас все стримы игровые проходят, можешь вообще прям сразу залететь просто и все. И все, и быть со мной вообще 24/7 с прекрасным мужчиной европейской внешности.